Прежде чем мы с вами перейдем к автолейауту, я забыла в прошлом видео рассказать вам, как найти главный компонент. Например, если вы не делаете дизайн-систему, и они у вас есть многостраничный сайт, и вы уже просто не помните, где была расположена та самая первая главная кнопка, которую будет необходимо менять. Мы нажимаем на любую кнопку или элемент, которым нам нужно найти главный компонент, нажимаем правой кнопкой мыши и Go to Main Component. И все, мы его быстро находим. Вот. По этому мы все. И к автолейаутам переходим. Допустим, у вас есть меню, которое необходимо сделать. Вот вы расположили какой-то текст. Выделяем этот текст, нажимаем правой кнопкой мыши и пишем Add автолейаут, то есть добавить в автолейаут. Что нам это дает? У нас появляются вот такие настройки. Мы можем расположить этот текст по вертикали, по горизонтали, указать расстояние, которое будет между этими элементами, которые мы объединили. Дальше у нас здесь есть элементы, которые будут показывать, какие будут расстояния у нас по бокам. Эти расстояния можно настраивать по отдельности. Допустим, элементы у нас сейчас расположены так. Сделаем, допустим, здесь будет у нас 20, 20 и, допустим, останется так. То есть вот, когда вы вставите это в дизайн, если вы решите какой-то пункт меню убрать, у вас все станет обратно хорошо. Или добавить, например, какой-то пункт меню, у вас все опять же будет аккуратно и красиво. Вот. Потом в эти автолейауты можно добавлять не только текст, но и какие-то другие элементы. Вот, например, у нас есть элементы, которые мы хотим сделать. Добавляем эту автолейаут. И мы хотим, чтобы у нас были еще черточки. Мы вот сюда в автолейаут вот закидываем еще вот эту линию. И ее дублируем, например, между этими элементами. Вот. И также этот автолейаут мы можем настроить. Сделать его все вот по центру. И, допустим, мы хотим расстояние между элементами, чтобы были у нас 25. Вот. Как вы видите, все аккуратненько настраивается. Также, если необходимо, мы можем добавить расстояние по краям какие-то, если это необходимо. Вот. И где еще это удобно применять, этот автолейаут? Проще всего делать еще автолейаутом кнопки. Например, у нас есть кнопка «Купить». И чтобы не было лишних слоев, мы делаем кнопку в автолейаут. Так, эти мы свернем слои. И здесь мы настраиваем расстояние по краям одинаковые. 30, например, и 30. Так. Делаем по центру. Дальше смотрите, что мы делаем. Мы добавляем заливку у этого автолейаута. Например, это будет какой-то, вот из тех цветов, что мы уже использовали. Делаем, например, скругление. И текст, например, сделаем белый. Как видите, у нас в кнопке есть только текст. У нас нет дополнительного прямоугольника, который будет здесь вот дополнять вот эту вот всю картину и утяжелять все слои. Вот, все. А теперь, когда мы в кнопке будем менять текст, например, регистрация, кнопка у нас автоматически меняется под нужный размер. И расстояния остаются везде одинаковые, те, которые вы указали. Ну, давайте сделаем все-таки тут по 15. Вот, так лучше выглядит. Что еще? Допустим, вы сюда решили добавить, сейчас мы вот стырим иконочку, перекрасим ее в белый цвет. Мы решили еще туда же добавить стрелочку, да, все, эти расстояния опять же везде соблюдаются. И в этом автолейауте мы можем изменить расстояние, вот эти сделать поближе. Вот. И все. Опять же, если мы меняем текст, то и кнопка вся меняется. Это очень удобно. А потом, где еще мы можем использовать автолейауты? Помимо этого всего, помимо меню, помимо кнопок, да вообще очень много где. Например, вы делаете какие-то списки. Вот, допустим, сейчас мы напишем с вами какой-то вопрос. И, например, это те же вопросы-ответы блок. Да?
или это просто какой-то список. Вот сделали, добавили это в, ну даже если это будет один, не обязательно дублировать автолейауты, и все, добавили еще один вариант, еще один вариант, еще один вариант, и все. Это максимально удобно. Также, если создать этот компонент с текстом, можно тут добавить какой-то буллит, например, тут точечка какая-то будет, если это какой-то список. И, собственно, все это редактируется также очень удобно. Вы можете легко менять расстояние между всеми элементами, добавлять туда другие элементы. Где еще это применяется? Например, мы делаем тарифы. И когда у нас идет большой список с тарифами, тоже будет очень удобно применять именно автолейаут. И можно применять автолейаут, вообще, в принципе, все инструменты в комбинации друг с другом. Если, прошу прощения, если это тарифы, то можно сделать наши любимые компоненты. И, допустим, компонент можно будет легко в 2 клика изменить. Это будет, допустим, галочка или крестик, например. Есть это, кстати, вот давайте откроем, чтобы я не голословно говорила, сайт figma.com и откроем там тарифы, чтобы вы сразу на примере посмотреть. Так, вот price у нас. И вот мы видим, да, это все, в принципе, легко делается компонентами. И тут точно так же. Мы сделали компоненты, можем сделать компоненты либо вот как здесь, да, пустой вариант компонента будет, либо с галочкой, либо тут крестик будет. И все это через автолейауты легко вот это все сделать. И если вам нужно будет какой-то добавить еще один вариант, да, сюда, вы либо это, если в фотошопе, то будете делать вручную, а здесь вы просто дублируете, да, один из таких вот уже заготовленных вариантов, копируете, и все, у вас уже, или, допустим, вам нужно поменять местами их. Это все, в принципе, так же легко делается, как и мы уже с вами видели, да, вот если это вот так, если это сделано именно компонентами. Менять их местами будет очень легко. Просто перетягиваем их туда-сюда и расставляем, как мы хотим. Давайте я сейчас это покажу. Сделаем это компонентами, чтобы показать. Вот, и мы решили поменять этот с вот этим местами. Так, ну ладно, тут надо подписать вопрос 2. Вопрос 3, чтобы было видно. Вот, смотрите, вопрос 3 стал вверху, а вопрос 2 внизу. Оп, и обратно. Вопрос 2, вопрос 3. То есть, если это какие-то большие таблицы, даже если это не тарифы, а просто какие-то большие таблицы, это будет очень легко и просто все менять, и менять эти расстояния, менять, добавлять какие-то новые строки. Вот. А что еще? Где еще у нас используются компоненты? Да, в принципе, вообще... Очень часто я их использую, так вот сразу сложно даже сказать, потому что практически везде я их использую. Вот даже вот эти вот штучки я создавала тоже через компоненты. Потому что, чтобы вот эти расстояния были одинаковые, потом, когда добавлю тут, допустим, будет другой текст, да, более длинный, если, то все будет автоматически сдвигаться. Вот, поэтому пользуйтесь, радуйтесь таким функциям. И это, конечно, прям вообще жирный плюс в Figma по сравнению с Photoshop. Да и вообще тут, в принципе, очень много таких плюсов. И продолжим с вами на следующем занятии.